Привет! Это снова Джека и мой The Happiness Project, канал, который помогает людям становиться счастливее и раскрывать свой внутренний потенциал. Сегодня мы будем обсуждать второй компонент счастья – это спорт. И вот какие темы затронем. Первая тема будет, какие существуют препятствия на пути к спорту и как их преодолеть. Во второй теме мы обсудим самые мощные техники мотивации для спорта. И третья тема будет, как создать благоприятные условия для регулярных физических упражнений. Физически активные люди более счастливые, у них крепче отношения, а также они сильнее чувствуют связь со своим предназначением. А знаешь, какое предназначение у этого видео? Вдохновить как можно больше людей заниматься спортом. И если хоть кто-то после просмотра будет вдохновлен, это меня сделает счастливым. Ну что, давай уже переходить к делу, полетели! Давайте начнем с небольшого опроса. Поднимите руку, кто знает, что спорт для нас очень полезный. Можете опускать руку. А теперь поднимите руку, кто регулярно занимается спортом. Сейчас я вижу намного меньше рук. А теперь поднимите руку, кто реально поднимал руку. Вы крутые. Почему, если мы знаем, что спорт для нас полезен, он продлевает жизнь и помогает чувствовать себя лучше, мы регулярно им не занимаемся? Давай обсудим, что встает у нас на пути к спорту. Первое препятствие – это оправдание. Я начну с завтрашнего дня, а лучше с понедельника. Или я и так ничего. Или, может быть, у меня совсем на это нет времени. А еще бывает, у меня болит живот, а еще под коленкой тошнит. У нас есть два мозга – это сознание и подсознание. Так вот, сознанием мы понимаем, что спорт – это хорошо. А вот подсознание, которое быстрее и хитрее, чем сознание, придумывает оправдание. Почему? Потому что подсознание – это инстинктивный мозг, который имеет инстинкт самосохранения. И каждый раз, когда мы пытаемся выйти из зоны комфорта, например, начать бегать или пойти в зал, оно начинает генерить отмазки. Поэтому первые несколько раз нужно пойти в зал через «не хочу» и даже через дискомфорт в теле. Да-да, подсознание может и такое. А когда ты начнешь регулярно заниматься спортом, то это уже будет твоя новая зона комфорта, и подсознание успокоится. Следующим препятствием на пути к спорту является неправильное питание. Очень часто неправильное питание является причиной низкого уровня энергии, потому что питание и спорт очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Недостаточное употребление белков может стать причиной потери мышечной массы, а употребление неправильных углеводов влияет на уровень энергии на протяжении дня. А качество употребляемых жиров влияет на стабильность нашей гормональной системы. Если хочешь узнать о суперпродуктах, которые делают тебя счастливее и энергичнее, ссылка в углу экрана. А также следующий выпуск будет посвящен правильному питанию и тому, как правильно избавляться от лишнего веса. Третье препятствие – необоснованные страхи. Я очень часто слышу от людей фразу «я не хожу в зал, потому что не хочу навредить своему здоровью». Для того, чтобы не навредить своему здоровью, нужно обучаться тому виду спорта, которому ты собираешься заниматься. Нанять тренера или посмотреть видео в YouTube, может быть, почитать книгу. Этому также нужно обучаться, как, например, и вождению на автомобиле. Следующий необоснованный страх – это страх раскачаться или набрать слишком много мышечной массы. Это самое смешное, что я слышал в своей жизни. Я не хочу идти в зал, потому что не хочу стать качком. Поверь мне, набрать много мышечной массы очень сложно. Я думаю, те, кто пытается это сделать, сейчас меня поймут. И потом тебе выбирать, какие упражнения делать и какие мышцы качать и сколько. И третий страх, который я сам лично испытывал в далеком 2012 году, когда в первый раз в жизни пошел в зал, я думал, что мне нужно будет колоть анаболики. Да-да, это чистая правда. Я думал, что мне обязательно нужно будет употреблять запрещенные препараты. Не знаю, откуда у меня в голове это было. Так вот, для того, чтобы трансформировать свое тело и сделать свою фигуру более сексуальной и привлекательной, колоть анаболики совсем не обязательно. А вот что можно употреблять, это креатин и аминокислоты, такие как БЦА и L-карнитин.
которые прошли многочисленные клинические исследования и которые оказывают только позитивное влияние на организм спортсмена. Сейчас я вам покажу один из самых красивых видов спорта, на который хочется смотреть без остановки. Пойдем. Регулярный спорт имеет очень много преимуществ, и сегодня я постараюсь перечислить самые мощные из них. Первое преимущество – ты скульптор своего тела. То есть мы можем себя сделать такими, какими мы всегда хотели быть. Хочешь себе попу, которой все будут восхищаться, или кубики пресса, или бицепс. Все в твоих руках и ногах. Я тебе больше скажу, с помощью спорта можно даже увеличить грудь на 1 размер. Главное желание. При регулярном занятии спортом появляется уверенность в себе. Люди – это такие существа, которые любят рассказывать истории. И то, какие истории мы рассказываем, формирует наше восприятие себя и окружающего мира. Одно из самых мощных достоинств спорта – это то, что он меняет наши самые глубокие убеждения о самих себе, укрепляя нашу уверенность. И совсем не важно, это ежедневная зарядка, планка или прогресс в зале. Физические достижения меняют наше мнение о самих себе и о том, на что мы способны. Следующее достоинство – регулярный спорт стабилизирует нашу гормональную систему. В одном из своих видео я уже говорил, что во время спорта у нас выделяется большое количество эндорфинов, адреналина и допамина, что вызывает ощущение эйфории. А при регулярных занятиях спортом в нашем организме повышается гормон роста – HGH. Его еще называют гормон молодости, который повышает уровень энергии в нашем организме, а также замедляет старение. Получается, когда мы занимаемся спортом, мы дольше живем, то есть мы больше всего сможем успеть, больше путешествовать и получить больше позитивных эмоций. Для меня это мотивация. Кроме преимуществ для нас самих, занимаясь спортом, мы подаем хороший пример другим людям. То ли это наши друзья, наши дети или родственники. Твой пример может даже изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. Поэтому каждый раз, когда ты собираешься что-то делать, подумай, а какой пример подаешь другим людям.
Следующее преимущество лично для меня является самой мощной мотивацией. Когда ты занимаешься спортом, ты меняешь свой ДНК, который передается твоим детям, внукам и правнукам. Я думаю, все замечали сходство детей и родителей. Когда, например, один из родителей занимался плаванием, то дети рождаются с широкими плечами и атлетическим телосложением. Мой папа в молодости занимался боксом, за что я ему очень благодарен, потому что мне и моему брату этот вид спорта дается очень легко. А какую информацию хочешь ты передать в своем ДНК следующим поколениям? Как открывать пиво глазом или здоровое тело, выбирать тебе. Также с помощью спорта ты сближаешься с другими людьми. Так как у нас у всех есть потребность в принадлежности к определенной группе, занимаясь спортом, ты чувствуешь себя частью чего-то больше, чем ты сам. И в завершении темы преимуществ хорошие новости. Спорт вызывает зависимость. Ученые выяснили, что при регулярных занятиях спортом в течение 4-6 недель в нашем организме вырабатывается зависимость к спорту, благодаря тем же эндорфинам, дофамину и адреналину. Мне кажется, это самая приятная зависимость, от которой ты не захочешь избавляться никогда. Давай поговорим о том, как создать благоприятные условия для регулярных занятий спортом. Первое и самое главное, что нужно сделать, это найти спорт, который приносит удовольствие. Чтобы найти то, что тебе нравится, нужно перепробовать большое количество видов спорта. Некоторым нравится заниматься йогой, некоторым нравится танцевать и получать позитивные эмоции в танце, а кому-то нравится бодибилдинг или бег. Тут пока не попробуешь, не поймешь, что тебе нравится. Хотя есть такие виды спорта, которые с первой тренировки не нравятся, например, как бодибилдинг. Для этого нужно 1 или 2 месяца усердных тренировок для того, чтобы этот вид спорта приносил тебе удовольствие. Поэтому не спеши делать выводы и попробуй хотя бы один вид спорта на протяжении месяца. Следующий момент – купить одежду, которая комфортная и красивая. Многие люди не занимаются спортом, потому что им не нравится одежда, которая у них есть. Для каждого вида спорта есть своя экипировка, поэтому, когда ты поймешь, каким видом спорта ты хочешь начать заниматься, то нужно потратить определенную сумму денег для того, чтобы начать. Затраты на экипировку рассматривай как инвестиции в свое здоровье. И, кстати, меня спрашивали, где я покупал свой рюкзак. Это украинский бренд, который производится в Киеве и называется «Поруч». Я с гордостью хочу поделиться ссылочкой, потому что это очень качественный и практический рюкзак. У меня спортивная версия, он очень вместительный и выглядит стильно. И самое приятное то, что у него есть отделение для обуви. Мой хороший друг является совладельцем этого бренда, и я с ним связался, и он готов сделать скидку для моих подписчиков в размере 10% по промокоду «Счастье». Мне очень нравятся ценности этого бренда, первые из которых покупай украинское, а не китайское. А вторая ценность, они за экологию и за то, чтобы рюкзак всегда был поруч. Когда ты идешь в супермаркет, возьми с собой рюкзак и не покупай пакет, позаботься об окружающей среде. Если у тебя еще нет рюкзака и ты хочешь поддержать украинского производителя, можешь нажимать первую ссылку в описании.
Следующий совет – это купить наушники и подготовить музыку. Очень часто люди не пользуются таким прекрасным допингом, как музыка. У меня, например, 2 пары наушников, и я всегда с нетерпением жду своей тренировки для того, чтобы включить самый энергичный и позитивный плейлист. Очень важный момент для регулярных тренировок – нужно начать правильно питаться. Как я уже говорил, питание и спорт очень тесно взаимосвязаны, поэтому если ты хочешь начать заниматься спортом, то тебе обязательно нужно начать правильно питаться. На начальной стадии занятий каким-либо видом спорта тебе обязательно понадобится друг, который сможет тебя в этом деле поддержать. И неважно, это танцы, бодибилдинг или йога, когда у тебя есть партнер, то вы будете друг друга мотивировать, и этот вид спорта вам будет приносить больше удовольствия и позитивных эмоций. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность Кате Даньшиной из фитнес-клуба BeFirst за мастер-класс по пилону, Наде Чеканенко и ее команде из спортивного клуба Star за энергичную тренировку с фитболами, а также Славе Минчакову, который согласился показать свою тренировку по дзюдо. Спасибо, ребят! Вот и подошел к концу очередной эпизод. Если он тебе понравился, ставь лайк, подписывайся. У меня еще будет очень много интересного о том, как становиться счастливее. У этого видео было предназначение, о котором я говорил в начале, и мне очень интересно, кого из вас оно вдохновило заниматься спортом. Напиши в комментариях, что тебе больше всего понравилось и какой совет ты считаешь самый мощный. Также напиши в комментариях, какой вид спорта тебе больше всего нравится и какие препятствия становятся у тебя на пути. Попытаемся вместе их преодолеть. Я всегда любил спорт, но начал им регулярно заниматься где-то 3 года назад. И я точно могу сказать, что со спортом я себя чувствую счастливее и увереннее, чем без него. А тебе я желаю активного образа жизни. До встречи в спортзале. Пока!